16 марта на календаре, и с вами очередная итоговая сводка с войны за неделю. Линия фронта на оккупированной территории Украины остается де-факто статичной. Изменения там настолько несущественные, что скорее тянут на уточнение линии фронта, нежели на продвижение. А вот в Курской области российское наступление на украинский плацдарм прошло свою кульминационную фазу. А именно, был освобожден город Суджа, который был центром всей украинской операции, ее штабом. Усилиями пропагандистов историю боев за Суджу пытаются героизировать через приукрашивание рассказа про операцию «Труба». Я вам рассказывал про нее на прошлой сводке. Напомню, что российские военные воспользовались недействующим газопроводом и прошли по нему 12 километров в тылы украинских позиций. Знаете, за эти 3 года я увидел огромное множество примеров, как все стороны очень любят приукрашивать и искажать факты. И многие такие искаженные факты уже попали в разные книги, рассказывающие про эту войну. Также и с операцией «Труба». Я уверен, что в книгах в будущем люди будут сталкиваться с одной из пропагандистских точек зрения. Если это будет западное издание, то там будет сказано, что все до единого российские солдаты, которые ползли по трубе, были убиты на ее выходе. Если это будет пророссийское издание, то там будет сказано, как от 400 до 800 солдат прошли по трубе, вышли в украинских тылах, что стало переломным моментом боев за Суджу. Сложно представить, как 800, или даже 400 человек могли проползти 12 километров по трубе. Для тех, кто не видел видео из этой трубы, посмотрите. Вы увидите, что там, естественно, даже нельзя разогнуться, встать в полный рост. Ты больше 10 километров идешь в таком полусогнутом состоянии. При этом в трубе, конечно же, нет нормальной вентиляции. А на тебе еще полная разгрузка и оружие. Пешком по улице пройти 10 километров? Да, это 2-3 часа. А вот в таком состоянии по трубе это вплоть до 10 часов и более. Поэтому, чтобы пропустить через трубу 500 или даже больше человек, это неделя нужна, наверное. Я думаю, что на самом деле в операции участвовал человек 30-40. Собственно, их мы и видим на съемке с беспилотника, опубликованной десантно-штурмовыми войсками Украины на прошлой неделе. Кто-то из них действительно был убит при последующих ударах артиллерии, а кто-то успел разбежаться по лесопосадкам. Да, украинские войска прошляпили момент с трубой. Можно было ее давно заминировать, взорвать, внутри местами поставить перегородки или какой-то мусор, особенно учитывая, что это не первая и не вторая российская трубопроводная операция на фронте. Но в целом никакого значимого эффекта эта операция не принесла. Сама Суджа была взята практически без боев, что, кстати, дополнительно свидетельствует о планомерном отходе украинских сил из Курской области. Где-то через пару дней после публикации видео десантно-штурмовых войск Украины появились кадры с российскими военными на восточной окраине Суджи. А на следующий день после этого уже на западной границе города, в районе здания администрации. К концу недели появилось видео из села Заолешенко, которое находится к северо-западу от Суджи. На нем российские военные сначала спокойно идут по улице, а потом мы видим, как на одной из улиц они вступают в стрелковый бой. По самой обстановке явно видно, что это арьегарные бои, потому что мы не видим прилета украинских беспилотников, ударов украинских минометов или артиллерии. Видимо, взяли пару пулеметчиков и посадили огнем сдерживать продвижение российских военных, чтобы дать больше времени основным украинским силам покинуть опасную зону. Классический арьегард. Сейчас под контролем украинской армии остается погранпереход Суджа и несколько сел около него. Но после взятия самой Суджи можно сказать, что история плацдарма закончена. Вы, наверное, видели новости про некое окружение украинских войск. Эта история началась с публикации Дональда Трампа, который написал, что 1000 украинских солдат находятся в полном окружении российских военных и в очень плохом, уязвимом положении. Он призвал Путина пощадить их жизнь. Непонятно, откуда Трамп взял информацию об окружении. Ведь даже не будучи ЦРУшником, можно открыть любые карты, будь то про украинский дипстейт, будь то про российский дивген или сливочный каприз, и увидеть, что никакого окружения нет. Возможно, это первое проявление эффекта Габбард, когда у вас на должности директора национальной разведки находится человек, всерьез слушающий Russia Today. Путин на это ответил, что готов выполнить просьбу Трампа и сохранить украинским военным жизнь. Он призвал украинских военных, остающихся в Курской области, сдаваться в плен. Это то, что он сказал для внешней аудитории. А вот для внутренней аудитории он сказал совершенно другое. Во время своего визита в Курскую область он под камерой сказал, что, цитирую, «Россия не готова допустить выход военнослужащих ВСУ из Курской области после того, как они совершили преступление против жителей региона. К украинским военным, взятым в плен в Курской области, мы будем относиться как к террористам». Вот сейчас только что Валерий Алексеевич упомянул о пленных.
Но вот к этим людям мы, безусловно, прежде всего должны относиться как к террористам в соответствии с законами Российской Федерации. Во-первых, что из такого заявления должен понять обычный российский солдат, который юрфак МГУ не заканчивал? Что это должно означать на практике? Мне кажется, что большинство российских солдат, услышав такое, решают, что это значит, что у военнопленных украинцев нет каких-либо прав. И вообще, они не пленные, а террористы. А значит, с ними можно делать что угодно, вплоть до расстрела. За день до визита Путина в одном из телеграм-каналов, связанных с подразделением «Ахмат», появилась фотография взятых в плен в районе казачьей Лопани украинских военных. На фотографии мы видим, что у них связаны руки за спиной. В день, когда появились такие комментарии Путина, в том же телеграм-канале появилось видео с теми же самыми военнопленными, но уже убитыми. Причем это точно не какой-то случайный прилет артиллерийского снаряда по точке с пленными. Нет. Мы видим на видео, что у каждого из убитых прострелена голова, и все так же связаны руки за спиной. Это именно что казнь. И есть у меня серьезное подозрение, что это не просто совпадение по датам с заявлениями Путина про террористов. В предыдущих случаях расстрелов военнопленных в Курской области их убивали прямо на месте захвата. А в этом случае мы явно видим, что их взяли в плен, разоружили, связали, привели на российские позиции и только спустя какое-то время, больше чем через день, расстреляли. Во-вторых, что еще за преступление против жителей региона, про которое говорит Путин? Вы можете вспомнить историю про русское Поречное, которую я рассказывал больше месяца назад. Напомню, что русское Поречное все время находилось на передовой, в серой зоне, между двумя воюющими сторонами. Оно никогда не было под полным контролем ВСУ. В январе российские солдаты зашли туда и в одном из погребов обнаружили тела скончавшихся гражданских. Я рассказывал, что внимательно изучал все опубликованные материалы и говорил, что там совершенно не ясно, от чего погибли люди. А даже если они были убиты, то практически невозможно установить, кто их убил. Потому что, как я и сказал, село всегда было на передовой и не было под чьим-либо контролем. И вот на этой неделе появилась практически аналогичная история из соседнего Черкасского Поречного. Там в церкви нашли тела погибших гражданских. Опять-таки, никаких признаков того, что их именно убили, расстреляли, не видно. Опять видно, что многие тела лежат уже давно и мумифицированы. Видно, что это люди в основном пожилые. А по одному из скончавшихся там совершенно ясно видно, что он умер от отсутствия помощи и, вероятно, от обезвоживания. Потому что он умер полураздетым в своей кровати. То есть это явно был человек, который не мог самостоятельно вставать и передвигаться. Ему требовался уход, готовка пищи и лекарства. Но в населенном пункте на передней линии фронта обеспечить это невозможно. Тем не менее, опять пропагандистские СМИ показывают эти кадры и заявляют, что эти гражданские были именно что убиты, и именно украинскими военными. Хотя, повторюсь, опять же, Черкасское Поречное, как и Русское Поречное, никогда не было под полным контролем ВСУ. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Теракт». А уже потом Путин сказал свою фразу про отношение к пленным как к террористам. В этом мы видим большую схожесть с Трампом внезапно. Я имею в виду, что Трамп и его окружение постоянно потребляют контент из соцсетей и своих пропагандистских изданий, где полным-полно всяких конспирологических теорий. И при этом у них нет вообще никакого критического мышления. И в случае Трампа мы видим, например, такие истории, как про мигрантов-гаитянцев, которые в США якобы похищают чужих кошек и собак и едят их. А что касается Черкасского Поречного, то я, как россиянин, виню тут в первую очередь наши же власти, в том числе региональные. Это наши сограждане были. За полгода можно было много раз уже договориться с украинскими силами об эвакуации таких людей с передовой. И не надо мне тут рассказывать про то, что ВСУ не шли на переговоры, были неконтактными и так далее. Уж кто-кто, а я прекрасно помню, как в разгар боев в Сирии за считанные дни находили посредников и договаривались с боевиками ИГИЛ об эвакуации тел погибших бойцов сил специальных операций или пилотов. Понятно, у них в паспорте фамилия была какая нужно. А за забытых богом больных пенсионеров в маленьком селе Курской области кому какое дело? Верно? И все эти месяцы мы видели, как те, кто успел выехать из опасной зоны, выходили на протесты в Курске, говоря, что там позади остались другие люди, которых надо спасать. Мы видели, как эти протесты и обращения игнорировались властями. Мы помним историю про список Москальковой, непонятно кем и как составленный, словно на скорую руку написанный в последние часы перед публикацией, что явно свидетельствует о наплевательском отношении к судьбе мирных жителей, оставшихся в опасной зоне. Так что я считаю, что кровь этих погибших гражданских в первую очередь на руках наших властей. Многие исследователи уже подводят итоги Курского плацдарма.
Например, аналитики финской исследовательской группы Blackbird считают, что эта операция не достигла своих целей и не оправдала затраченные на нее средства. Я тут могу подтвердить, что вторжение в Курскую область не смогло оттянуть на себя российские силы самого опасного направления Донецкой области. Наоборот, продвижение российских сил там даже ускорилось после начала операции. Переброски российских войск на границу с Сумской областью мы так и не увидели, так что я считаю, что этой угрозы и не было. Только с Харьковской области удалось отвлечь часть российских сил. Но эта часть фронта была малоподвижной и никакой опасности не представляла. На этой неделе появлялись кадры, как российские военные на квадроциклах пытаются прорываться в село Басовка Сумской области. Но это не какая-то наступающая колонна военной техники. Это отдельные маленькие диверсионные группы, которые довольно быстро выявляются и уничтожаются ударами украинских беспилотников. Путин также заявил о необходимости создания зоны безопасности вдоль государственной границы. Но что под этим будет подразумеваться, черт его знает. Вполне возможно, что небольшую приграничную полосу Сумской области попытаются занять. Но именно наступление в сторону Сум я не ожидаю. Для этого нет необходимых сил. Что касается потерь в результате операции, то отдельного подсчета погибших именно в этой зоне у нас нет и посчитать это невозможно. А заявляемые обеими сторонами цифры потерь противника, конечно же, всегда сильно завышаются. Уровень потерь техники мы будем более или менее определенно понимать скорее к концу апреля, при условии, что территория Курской области будет дозачищена в ближайшие дни. Необходимо много времени, чтобы исследовать все фото и видео, появляющиеся сейчас сброшенной, подбитой или уничтоженной техникой. Среди нее в том числе есть американские танки «Абрамс», боевые машины пехоты «Брэдли», бронетранспортеры М113, гаубица М777 с боекомплектом, бронемашина «Хамви» и многие другие единицы техники. Кстати, после того, как украинская сторона согласилась на 30-дневное перемирие без каких-либо предварительных условий, вся американская помощь, которая ранее была поставлена на паузу, возобновилась. Это включает в себя поставки оружия и техники, обмен разведданными, доступ к спутниковым снимкам в рамках отдельной программы Национального агентства геопространственной разведки США. Как этого ждали все, кто хоть чуточку знает современную Россию, Путин не ответил на это предложение категорическим отказом. Он ответил, что Россия за прекращение огня. Это хорошая идея. Но есть нюанс. И вот дальше начинается перечисление, что Путин беспокоится, что Украина эти 30 дней будет продолжать мобилизацию, получать вооружение, как будто России не будет. Ага. Плюс помощник президента России Юрий Ушаков, который отвечает за ход переговоров в комментариях прессе, повторил список ультимативных требований, хоть и назвал это почему-то своим личным мнением. Что России нужно выполнение таких-то пунктов. Там все те же пункты про отказ от вступления в НАТО и даже откат блока НАТО назад. Ну, то есть исключение из НАТО Финляндии и Швеции. Там в том числе и про право вето от Путина на поставки военной помощи Украине и так далее. Нет смысла сейчас вдаваться в эти детали. Понятно, что такой политический пинг-понг будет продолжаться еще какое-то время. До реально реализуемых параметров прекращения огня еще далеко. Посмотрим, надавит ли как-то администрация Трампа на Россию. Ведь теперь американские чиновники согласились с тем, что Украина делает все необходимое для прекращения войны. При администрации Байдена делалось исключение из санкционных списков против российских банков, благодаря которому ряд российских банков мог проводить платежи с другими странами за оплату российских энергоресурсов. Администрация Байдена каждые несколько месяцев продлевала это исключение. И вот в среду срок действия этого исключения в очередной раз истек, а администрация Трампа решила его не продлевать. Вроде бы это такой способ давления на российские власти. Хотя я вижу, что некоторые экономисты не согласны с этим. При этом они пока что не расписали, почему именно они не считают это давлением на Россию. Не знаю, может, по их мнению, администрация Трампа просто забыла продлить это исключение. Одновременно с возобновлением поставок американской помощи пришли две новости по бомборакетам. Если что, бомба-ракеты – это мой собственный неологизм. Во-первых, издание Associated Press со ссылкой на американских чиновников сообщило, что у Украины закончились все дальнобойные ракеты «Атакамс». И закончились они еще в конце января. На самом деле, это не то чтобы новость. Многие аналитики, в том числе мы, именно этим объясняли уже долгое отсутствие ударов «Атакамс». Что лично меня удивило, так это то, что, по словам источников Associated Press, всего за все время Америка передала Украине меньше 40 ракет. Я думал, что они передали штук 200, потому что такое количество они могли вполне выделить без особого ущерба обороноспособности Америки. Во-вторых, агентство Рейтер сообщает, что Америка готова возобновить поставки тех самых, как я их называю, бомбы-ракет GLSDB. Что такое GLSDB? Аббревиатура расшифровывается как Ground Launched Small Diameter Bomb, то есть запускаемые с Земли бомбы небольшого диаметра.
Для этого берут высокоточную планирующую авиабомбу SDB, она же ГБУ-39. Такие бомбы уже используются в украинской авиации. Мы их видели под крыльями украинских F-16. Дальше к такой бомбе приделывается сзади ракетная часть, из-за чего становится возможным запускать ее с установки «Хаймерс», прям как «Атакамс». Но есть разница в дальности. Дальнобойные версии «Атакамс», которые были у Украины, летали на 300 километров, а GLSDB летает примерно на 160 километров. Эти GLSDB уже применялись на этой войне в конце 23-го и начале 24-го года. Но от них быстро отказались, потому что на них сильно влияли российские глушилки. И тогда компании-производители, конкретно Boeing и Saab, заявили, что им потребуется несколько месяцев, чтобы модернизировать это оружие. И вот последние несколько недель они проводили тестовые испытания. А теперь говорят, что оружие модернизировано, готово и можно его отправлять в Украине. К тому же оно уже лежит на складах в Европе. По идее, эти GLSDB были выделены в рамках пакета военной помощи еще при Байдене, так что вроде как отдельного решения администрации Трампа не требуется. Неизвестно, сколько штук их передадут, и непонятно, насколько эффективными они окажутся в этот раз. Ведь российские системы радиоэлектронной борьбы тоже не стояли на месте все это время и тоже модернизировались. Кстати, у России есть свой аналог этих GLSDB, который весь прошлый год достаточно успешно применялся. Называется он УМПБ Д-30СН, то есть универсальный межвидовой планирующий боеприпас. Д-30 в названии означает диаметр 30 сантиметров, то есть калибр 300 мм, соответствующий калибру российской установки «Торнадо-С». Чтобы вы сейчас не запутались в множестве аббревиатур, давайте вспомним все их. Есть американские планирующие авиабомбы JDAM. Это когда берут обычную, неуправляемую бомбу МК-84, к ней приделывают крылья и систему навигации, из-за чего она становится планирующей и высокоточной. У JDAM есть российский аналог. Это бомбы с комплексом УМПК, то есть универсальным модулем планирования и коррекции авиабомб. Ровно по той же схеме берут обычную, неуправляемую бомбу, например, осколочно-фугасную ОФАП, приделывают к ней крылья и систему навигации на базе ГЛОНАСС, из-за чего бомба становится планирующей, управляемой, высокоточной. Дальше. Есть американские бомбы, или как я их называю, бомбы-ракеты, GLSDB. Это когда берут изначально планирующую, изначально высокоточную авиабомбу ГБУ-39, она же SDB, которую можно просто сбросить с самолета по цели, и приделывают к ней сзади ракетную часть, чтобы можно было ее запустить не с самолета, а с земли. Таким образом, к SDB добавляют приставку GL, то есть Ground Launched. GLSDB, как и Атакамс, запускается с Хаймерсов. У GLSDB есть российский аналог УМПБ, то есть универсальный межвидовой планирующий боеприпас. Опять же, ровно по той же схеме берут авиабомбу, и если хотят запустить ее с земли, а не с самолета, то приделают к ней ракетную часть, которая потом отделяется в полете. Пока что у нас есть кадры запусков УМПБ только с самолетов. Но, возможно, их уже пускали из установок «Торнадо-С». Технические возможности для этого все есть. Визуально отличить российские авиабомбы УМПК от российских авиабомб УМПБ довольно просто. УМПК, они по форме как обычные авиабомбы, как такие рыбки. А УМПБ, они напоминают по форме карандаши. И крылья у них расположены ближе к центру боеприпаса, а не к носу. Кстати, на армейском сленге реактивные снаряды для установки «Град» тоже называют карандашами. Ровно по той же причине визуальной схожести с ними. Надеюсь, я не сильно утомил вас такими деталями, и вам было интересно. Такие новости у нас были на этой неделе, и увидимся с вами через 7 дней. Пока.